Приветствую подписчиков и зрителей YouTube канала «Хватит врать». Буквально минутное предисловие к тому интервью, которое вы сейчас услышите. Самые актуальные вопросы, касающиеся Нового года и его празднования, я задал Надежде Солнечной, которую многие из вас уже знают. Те, кто ее еще не знает и не знаком с ее каналом, ссылку на него я оставлю в описании. Итак, многие из вас уже знают, что такое Новый год, как говорится, и с чем его едят, но при этом не знают деталей и не знают, что стоит делать в эти новогодние праздники, а что не стоит делать. Вот именно эти вопросы мы постарались для вас разъяснить. И так как я считаю, что данную информацию действительно нужно хорошо обдумывать, для вашего понимания, чтобы вы осознали и приняли, либо не приняли ту информацию, которая вам будет озвучена. Итак, давайте послушаем. Итак, Надежда, я приветствую тебя. Мы находимся сейчас в преддверии Нового года, и я думаю, вот те вопросы, которые я сегодня хочу тебе задать, они будут очень актуальны вот сейчас в настоящее время, чтобы люди понимали, что будет происходить в это время, в новогодние праздники, да, и как можно, скажем так, участвовать в этом, либо не участвовать. Всем привет, да, Ленард, привет, подписчикам привет. Во-первых, хочу поблагодарить тебя, то, что ты мне вообще написал. Я сама собиралась такой же ролик снимать вот, в ближайшее время. И так, по счастливой случайности ты мне пишешь, говоришь, давай снимем ролик про Новый год. Вот, и я думаю, да, сейчас уже начало декабря, тем более, насколько я знаю, в Европе там пораньше к этому всему готовятся, раньше отмечают. В других странах это у нас там 31-го, а у них, по-моему, в 20-х числах, да, уже идет это все. Поэтому сейчас, я думаю, многие люди готовятся к этому празднику, а многие, кто проснулся, знают, что происходит. Для них это, конечно, момент такой, что растерянность определенная, что делать, что не делать. И тут я прекрасно всех понимаю. И, наверное, надо заранее, как можно, да, больше, более заранее расставить все точки над «и» в этом вопросе. А вопрос на самом деле очень важный. М, Давай начнем с вопросов, наверное, да? И смотри, вот у тебя недавно выходил ролик на канале о энергоинформационных полях и эгрегорах. Вот как раз в связи с этим роликом у меня и возник первый сразу как-то вопрос. То есть вот вообще вот само вот это событие Нового года, этот период, вот его можно причислить к энергоинформационному полю, либо это все-таки эгрегор, к которому мы подключаемся вольно или невольно. Да, ну давай разберем этот вопрос. Во-первых, я хочу, чтобы все поняли, что этот праздник, да, так или иначе, то есть мы знаем, что этот праздник допустим, в европейских странах Рождество, да, у нас это Новый год, но там из-за сдвигов календаря все такое, там ну, небольшая есть заминка, но тем не менее, в первую очередь этот праздник, то есть многие знают, что он приурочен, конечно, к празднику эгрегора. Эгрегора, и в первую очередь это религиозный, да, эгрегор. То есть это их праздники, те, которые мы празднуем. Но когда люди празднуют Рождество, Новый год, вот эти праздники, так или иначе, общая атмосфера, которую они создают, вот именно энергия людей, да, которую они выделяют в эти дни, то есть, что они радуются, что вот это вот праздничное настроение, что у них вот подарки, там дети, да, радуются, что им сейчас подарки надарят. Взрослые радуются, что они там дома красиво все украсят, там какой-то праздничный стол подготовят, у многих семейные ужины, да, вот эта общая атмосфера, которую создают люди вокруг вот этого праздника, это энергоинформационное поле. То есть эмоции людей, которые они получают от этого праздника, это энергоинформационное поле. Но сам праздник, он привязан так или иначе к эгрегору.
И сейчас мы с вами попробуем разобраться, да, что же нам делать, чтобы нам вот в этом энергоинформационном поле всем поучаствовать, а к эгрегору при этом не иметь никакого отношения. В принципе, еще до этого у меня тоже вставал такой вопрос, и я этот момент исследовала, да, каким образом, что там происходит в Новый год и прочее. Даже те люди, в принципе, я думаю, все это в курсе, даже те люди, которые атеисты, которые вообще никак там не относятся там никаким эгрегорам, ну вот я имею в виду религиозным, и все, так или иначе этот праздник празднуют. Даже которые не относятся к вот этим религиям, относятся к другим религиям, они тоже празднуют этот праздник. Ну, по крайней мере, вот у нас в наших странах. Там в Китае, я знаю, там свой Новый год, там в других странах, ну, которые вот, у них там тоже свой Новый год. Ну, мы сейчас говорим конкретно о наших больше таких странах распространенных, и европейских, там Россия, да, в Австралии там тоже, наверное, вот празднуют. Ну, неважно. Так вот в этот день, по сути, ну, в эти праздничные дни, там идут определенные обряды. Вот сложность там даже не того, что вот этот праздник сам приурочен к эгрегору, имеет отношение к эгрегору. Вот. А я уже говорила, что там у них сложные механизмы есть. Вот, ну, если мы смотрели видео, ну, кто знаком, да, с моими видео, кто смотрел видео про устройство нашего мироздания, я говорила, что у темных все механизировано. И они вот открывают и закрывают как определенные там трубы, они в определенные часы, вот когда вот эти праздники идут, они открываются там, идут какие-то определенные энергии, есть люди, которые их обслуживают. Вот эти трубы, можно сказать так. Ну, это для простоты вообще понимания. То есть обслуживают этот завод. А завод, он полностью автоматизирован. И смысл в том, что в эти праздники идут определенные обряды. Обряды идут магического характера. И это делают не люди обычные, хотя люди так или иначе частично в этом участвуют, сами того не осознавая, как это происходит во все праздники. Так вот, вот эти вот магические обряды делают люди уже, которые понимают, то есть те самые обслуживающие персонал завода, вот этого под названием «Наша параллель», да, которые именно поставляют темным нашу энергию, которые вот с этими эгрегорами, ну, их обслуживают эти эгрегоры и прочее. И это не значит, что вообще нельзя праздник праздновать, потому что, ну, схему мы понимаем. Но, смотрите, тут важный момент в том, чтобы энергию вот общего информационного фона вот этого, про который я говорила, да, энергию вот это, когда люди все вот это праздничное настроение, все создают, то есть общий энергоинформационный фон, отделить именно от вот этой вот составляющей магии и эгрегора. Понимаешь, о чем речь идет? Ну, чтобы мне было понимание, понимают ли люди, ну, поймут ли люди. Да, Надежда, ты вот, в общем-то, я примерно это все так себе и представлял, но ты вот просто у тебя так получилось очень развернуто и хорошо объяснить, поэтому я думаю, всем достаточно понятно будет, о чем идет речь, особенно если они смотрели твой последний вот этот видео последнее именно на тему эгрегоров и энергоинформационных полей. Ну, тогда давай я продолжу, да? Вот смотри. Получается, что вот эгрегор как бы отдельно, энергоинформационное поле отдельно. То есть нужно отделить вот это все. И когда я смотрела еще на тонком плане, до этого, когда у меня лично встал такой вопрос, что стоит, не стоит мне праздновать Новый год, и как же мне быть, ведь и елка, и подарки, и все остальное, этого ждут в первую очередь мои дети, этого ждет и мои близкие, родственники, да, они тоже ждут этого праздника, как бы им хочется отпраздновать. Хотя у меня близкие родственники, они в курсе, но тем не менее, это как бы ожидание праздника, и ты лишаешь себя этого праздника. Этого тебе тоже не хочется. И тогда я четко увидела, то есть я начала смотреть, вообще раскручивать, на что направлен этот праздник именно у эгрегора, то есть что делает эгрегор в этот момент и в этот праздник.
Вот, я хочу вот этот момент полностью прямо описать, расписать, да, вот что происходит и зачем происходит. Смотрите, во-первых, все знают, что в первую очередь Новый год, Рождество, да, это семейный праздник, и это даже позиционируется как семейный праздник. И люди, когда они готовятся к этому празднику, и вот как-то вот там вместе там его пытаются праздновать, там подарки, не подарки, они уже автоматически как бы настраиваются на то, что это праздник в кругу семьи, праздник в кругу самых-самых-самых вот дорогих людей. И тут есть небольшой подвох в том плане, что на что нацелен эгрегор. Как раз-таки магия, которую делают в эти дни, как бы это ни парадоксально звучало, но магия, которую делают в эти дни, направлена на разрушение семьи. Объясняю. Может быть, кто-нибудь сейчас подумает, что за бред, как так? Но смотрите, может быть, вы замечали, многие замечали, когда я об этом сказала своим знакомым, ребятам, да, вот, когда я многим рассказала о том, что я вот это вот увидела, многие сказали, да, я тоже это заметил, что перед этим праздником, когда идет вот сам момент закупок, покупок, там вот этого всего вот предновогодней, предрождественской суеты, в семье начинается какая-то грызня, просто на ровном месте. Даже если вы вообще, в принципе, не ругаетесь со своими близкими, особенно это внутри семьи муж-жена, вот отражается как-то. И почему-то начинается какая-то грызня, почему-то вот начинают ссоры на ровном месте, непонятно почему, зачем это. Обычно потом в сам праздник это все восстанавливается, все мирятся, все замечательно. Но вот этот момент происходит, и происходит он у многих. Если у вас такого момента нет, вам хорошо и классно повезло. Но в большинстве своем, как показал, ну, лично мой опрос вот своего окружения, такой момент часто прослеживается. И этот момент как раз-таки связан именно с вот этой магией. И это не магия конкретно Нового года в плане эмоций, которые испытывают люди, а магия, которую делают ритуалы. Именно те ритуалы, которые проводят люди, которые обслуживают вот эти эгрегоры, то есть обслуживают механизмы, направленные на эгрегор именно и откачку энергии. И вот получается, знаете, как вот выглядит вообще вот весь вот этот праздник на тонком плане. И мне вот четко прямо пришло, и вот эта картинка, она у меня нарисовалась. Это как, знаете, огромный-огромный торт такой, красивый, классный, глянцевый, вкусный, очень сладкий, очень там вот просто политый там шоколадом, сливками, всем, он очень-очень красивый, там ягоды, не ягоды, все. Но внутри этого торта, точнее вот этот торт, это эмоции людей, это вот это энергоинформационное поле, которое создается вокруг этого праздника, если вы понимаете о чем-то. Но этот торт, он неплохой, торт очень хороший, вкусный, и его надо кушать. То есть вот этот вот энергоинформационный фон, потому что эти эмоции, это вот ощущение праздника, все, да, вот это останется с вами, то есть и оно зарядит вас энергией, то есть этот торт даст вам что-то хорошее. Но вот эти вот, под этим тортом, точнее, маленькие-маленькие, вот эти вот, они отдельно получаются. Вот этот эгрегориальные обряды и все прочее. Они отдельно от торта. И вот люди есть, которые берут, вот эту магию делают, и в этот торт, общий торт, прекрасный, классный, вкусный, маленький-маленький червячок такой залазит. То есть, и вот этот червячок, он как червоточина в этом торте. То есть он незаметный совсем. То есть ты вот, поедая торт, вот этот вкусный, ты его не замечаешь. А он такой маленький-маленький, вот как, знаете, маленькая-маленькая горошинка такая яда, и вот она вот прям просачивается в каждый кусочек торта, который съедает человек. Ну вот человек там, много-много вот людей, да, и каждый пробует этот торт. И в каждый кусочек
каждого человека, вот эта червоточинка, она по чуть-чуть, маленькими-маленькими такими штучками, вот этот деготь впивается. И каждый человек это съедает. То есть как-то вот так это выглядит. И ваша задача, когда вы будете праздновать этот праздник, сейчас мы сначала об этом поговорим, о энергетической составляющей, потом разберем именно все вот эти символики и тырым-бырым вот это. Но это отдельно мы разберем. Смотрите, когда вы будете праздновать этот праздник, когда вы начнете подготовку к этому празднику, когда вы начнете вот этот вот момент погружения в энергоинформационное поле этого праздника, вам нужно будет четко выставить личную границу и, зная уже вот эту информацию, которую я вам даю, четко выразить, что вот эту червоточину вы не принимаете. Вы принимаете энергоинформационное поле общее, то есть вы будете кушать торт, но вот эта червоточина, вот этот червячок магии, вы его не принимаете. У вас должно быть четко стоять граница отторжения этого. Не отторжение самого праздника, а отторжение именно этой магии, которую вам пытаются под красивым тортом этого праздника подложить. По сути, она сама в этот праздник залазит. Праздник отдельно, потому что торт создают люди, а магию и червоточину вот эту создают левые. То есть это создают маги. И вам вот этого не надо. Они, по сути, вот понятное дело, что так или иначе это они вот эти праздники там раскрутили, все разбрендировали, но тут важно вот это вот разграничивать. Торт создают люди, а вот эту вот магию создают маги. И от этих магов просто их отодвигаем и говорим: так, праздник мой, а вы вот со своей магией туда. И магию вашу я не принимаю. И эгрегор этот может идти тоже лесом в плане вот принятия вот этой магии. Я не принимаю эту магию. Все. Моя семья – это самое родное, самое замечательное, все. И для тех сразу вопрос, да, как мне защитить мою семью, если я не съем кусок торта с червоточиной, а все остальные будут есть с червоточиной? Смотрите, вы можете как представитель своей семьи, и вы знаете, то есть тут, понимаете, семейный праздник, вот сам вот этот факт, и вы можете как взять, и знаете, вот как защитным таким вот барьером оградить всю свою семью. Вот именно близких там людей, да, там, мужа, детей, допустим, да, там родителей, самых-самых близких своих людей, и прям вот оградить их и сказать, что вот мы семья, и нашей семьи вот эта магия касаться не будет. Мы будем дружные, мы будем любить друг друга, мы будем защищать друг друга, в нашу семью это не залезет. И как я смотрела, то есть эта магия, она рассчитана ровно на год. То есть у нее как срок действия, и каждый год ее надо обновлять, и каждый год ее надо обновлять. Поэтому каждый год вот празднуется вот этот праздник, да, и под эгидой вот этого праздника, под этим тортом, в него внедряется вот эта вот левая энергия. Как-то вот так. Вопросы у тебя вот какие-то по вот этому есть или уже как-то какой-то другой вопрос? Надежда, да нет, благодарю. Просто дело в том, что ты опять-таки достаточно развернуто ответила, что сразу ответила на несколько вопросов, которые я хотел в последующем задать. Поэтому, ну, я думаю, можно перейти к следующему вопросу, который, я думаю, тоже является достаточно важным. Это елка. Елка, безусловный, конечно же, атрибут Нового года. Вот. И, ну, многие как бы понимают, для чего она, собственно, с какой целью вот именно мертвое дерево ставится. И в новогоднюю ночь, именно в ночь все это празднуется. Но вот именно хотелось бы коснуться елки. Дело в том, что у многих маленькие дети, как ты правильно заметила, особенно дети, очень ждут этот праздник. А какой же праздник без, какой же Новый год без ели? Без елки. И причем, я думаю, достаточно важно, да, потому что некоторые ставят искусственные, а некоторые ставят живые, настоящие деревья. Вот, но это надо будет, наверное, коснуться отдельно. Так вот, и то, что получается, некоторые люди понимают, что как бы ставить не надо, чтобы не участвовать в этом действии, но им приходится, как они говорят, приходится ставить из-за детей.
То есть то, что дети ждут, обязательно надо елку. Да, тема елки, она достаточно очень актуальная тоже. Ну, смотрите, я выскажу в этом плане свое мнение. Во-первых, вообще то, что завели такую традицию, что ставить елку, да, надо тогда, когда это все заводили, эту традицию, то есть живых, ну, точнее, искусственных елок не было, были только живые, да, и ставили живые, соответственно. И если вы помните, раньше очень сильно усиленно шла вырубка лесов, она и сейчас очень сильно идет, эта вырубка лесов. И это как еще одна такая вот людям навитая традиция, чтобы уничтожать природу. И то есть в первую очередь это, как знаете, это как жертвоприношение на этот праздник, наверное, я бы так сказала. Поэтому к вопросу елки. Живую елку, опять же говорю, мое мнение, потому что я думаю, там многие скажут, ой, я вот люблю живую елку, она пахнет, еще что-то, да, там какие-то это. Ну, смотрите, давайте так, мое мнение, ну, в принципе, я вам объяснила это как акт жертвоприношения определенный. Вы срубаете живое существо. Это живое существо растет веками. Оно бы жило еще век, 2 века и больше. Но ради своего сиюминутного удовольствия, ради своего двухдневного удовольствия, трехдневного удовольствия, вы лишаете жизни растения, которое бы стояло век, а то и 2. Многие скажут, ой, да они там сгорают каждое лето, все. Вы как бы не вершитель судьбы деревьев. И насчет пожаров это вообще отдельная тема. Но просто вот это понимание. И неужели вам кажется, что труп фактически, да, медленно умирающая елка в вашем доме это что-то хорошее? Неужели вам кажется, что когда вы сидите и на фоне умирающего трупа едите, это что-то хорошее? Я думаю, что нет. И в этом плане вот отношение мое же, да, к цветам, допустим, которые срезаны, которые стоят и медленно умирают. Я знаю вот людей, которые тоже, как я, чувствуют тонкий план, и у них почему-то тоже такое же отношение к цветам, как у меня, что не надо мне дарить букет цветов, да, вот это, как там всем обычно дарят на день рождения, все, подарите мне коробку конфет, или подарите этот букет, ну, там, из конфет, из каких-нибудь мишек, там, и еще чего-то, сейчас просто куча всякого вот этого вот всего, да, там, из фруктов, там, подарите мне какой-нибудь букет из орешков, но не надо вот живые цветы мне дарить, потому что либо этот цветок должен быть в горшке стоять. То есть логику понимаешь, да? И вот это тоже навязывают. И изначально было навязано. То, что перешли к своеобразному такому вот именно культуре искусственных елок, я просто, вот я бесконечно рада. Мне нравится, как выглядят искусственные елки, их наряжают, они красивые, да, все замечательно. Мне нравится, как во дворах сажают, допустим, вот елки, их там никто не привозит, не срубает, да, там не ставит, а вот сажают специальные елки, чтобы праздновать Новый год. И вот она живая, эта елка стоит посреди двора, и ее просто там обрежают игрушками. Это классно, здорово, красиво. Но не тогда, когда она стоит и умирает в горшке где-то, вот вы там эти иголки, там ее ссыпаете вечное все, лишь бы она стояла и пахла. Насчет людей, которым все-таки хочется запах ели и всего, ну, ребята, есть масла, они сейчас продаются, вот эти пихтовые масла, еще что-то, то есть, ну, возьмите вы искусственную елку, поставьте и побрызгайте ее этим маслом, пускай оно у вас пахнет. Да, может вам казаться не то пальто, по мне они даже красивее искусственные елки. Они смотрятся как-то. Насчет того, что когда вы ставите даже искусственную елку, все равно так или иначе это является символом, да, можно сказать, символом вот этого жертвоприношения. Но зная о том, что это вот символ определенного всего, смотрите, вы можете как это все перевернуть. Когда вы знаете,
цель, настоящую цель, да, настоящую вот правду о каком-то объекте или субъекте, как вы можете это повернуть? Вы можете сказать: нет, я не ставлю эту елку как символ вот чего-то, жертвоприношения, смерти какой-то, да, вот, которую я принес в свой дом, там, вот, поставил, чтобы он тут, ну, как символ, да, жертвы, которую я принес. Я ставлю эту елку как символ возрождения леса, как символ того, чтобы каждое дерево, каждый вот... И этот посыл отправьте вверх. То есть важна ваша энергия, которую вы выделяете, та энергия, которую вы вот в пространство, понимаете, излучаете. И выразите вот это, то есть переверните и скажите: нет, я ставлю эту елку не как символ жертвоприношения, я ставлю эту елку как символ возрождения, как символ того, что чтобы лес возродился, чтобы природа возродилась, чтобы каждая елка, чтобы их не срубали, чтобы вот, ну, чтобы они росли, чтобы они были здоровы, чтобы они там в каждом дворе стояли, да, чтобы вот деревья. И пошлите эту энергию, свою энергию лесу, природе, деревьям. Пожелайте им, чтобы вот этих пожаров не было, чтобы они разрастались, чтобы у них все было хорошо. И это будет очень мощный посыл им. И ваша связь, опять же, с природой, даже несмотря на то, что вы будете сидеть в большом человейнике там, да, или еще где-то в своей квартире, но энергия, которую вы посылаете в пространство, она, у нее нет расстояния какого-то или еще что-то, она дойдет до адресата, тем не менее. И вот это будет очень большой и хороший посыл этой природе. С елкой, я надеюсь, разобрались. Многие, ну, кстати, сейчас еще, да, расскажу, многие говорят то, что там елка, где-то ходит такая информация по сети, мол, елка это у нас символ иллюминатов, она же вот масонов там, да, или как, она же в форме пирамиды и все такое. Ну, давайте уже не будем заниматься ерундой, потому что в первую очередь елка это природа. Елку не придумали иллюминаты, елку не придумали там масоны, елку придумала природа. И елка это просто растение. Растение, которое круглогодично живет. И круглогодично выделяет энергию в наше пространство. Почему елка? Почему не березка? Почему именно ель? Да потому что она, даже несмотря на вот эту ядерную зиму, которую здесь устроили, она вечно цветущая. Так или иначе, елка не засыпает. Елка вот эти листья свои не роняет. И хвойные деревья, они свою энергию, они не засыпают. Если мы берем березку, да, другие какие-то деревья, вот я подхожу к ним зимой, они спят. Я чувствую, что энергетика природы, да, их энергия, она спит. Они как засыпают. А вот елки, то есть вот эти вот ели, они не засыпают. Сосны, хвойные деревья, они не засыпают. Они бодрствуют. И они находятся вот в постоянно бодрствующем существовании весь год, круглогодично, всегда. И в первую очередь, ну вы понимаете, это энергия природы, которая здесь постоянно дышит, то есть дыхание природы. Вот. Вот еще, скорее всего, из-за этого они вот этот вот культ того, чтобы вот эту елку надо срубить обязательно, они ввели. Далее, хотелось бы еще, я не знаю, будет у тебя такой вопрос или нет, но я сразу затрону, чтобы не забыть. Хотелось поговорить тоже тема очень важная других символов, да, Нового года, которые нам внедрили. Касательно, во-первых, подарков там и вот некоторые атрибутики. Смотрите, все, наверное, знают, да, что у нас помимо вот этого всего в Новом году, и в Новый год, и в Рождество внедрен один персонаж. Вот. Я знаю, что дети любят там и все такое, но про него очень много всего рассказано уже в интернете. Если хотите, посмотрите. Я знаю много разборов касательно этого персонажа, как бы, и очень многие сейчас люди, которые проснулись и которые уже смотрят на мир открытыми глазами, они уже понимают, что этот персонаж, он не несет ничего хорошего, и просто так его не, ну,
не внедрили, да, для нашего счастья, для создания сказки или еще чего-то. И я вам могу сказать, что когда вы говорите, что сегодня там ночью или там как, значит, к вам в дом придет вот это существо и принесет ребенку подарки, вы мало того, что его приглашаете в свой дом, и, естественно, никаких подарков он не принесет, вот, ну, точнее, может, он и принесет какие-то подарки, но явно, знаете, это подарки будут в стиле той магии, которую вам пихают в тортик. Вы фактически приглашаете вот эту сущность, вот эту вот в ваш дом. И по сути, ну, если вы сейчас уже являетесь здравомыслящими людьми, которые уже понимают, что с этим миром что-то вообще не так, то я вам настоятельно рекомендую вот эту сущность в свой дом не приглашать. И наоборот, когда вы будете праздновать вот эту ночь, законопатить, ну, не в прямом смысле, а именно мысленно, да, то есть визуализировать картинку, где вы законопачиваете все окна, двери, закрываете на замки, просто там дымоходы там у вас, если вы где-то за рубежом живете, потому что там типа оно там через дымоходы заходит и всяко разно. Законопачиваете это все, то есть закрываете мысленно, ложитесь спать и ставите запрет полностью, что вот эта сущность в ваш дом не заходит. Вы ее туда не приглашаете. Вашей энергией и энергией ваших детей она питаться не будет. И я понимаю, что для детей это может быть какой-то вот момент такой не очень хороший. Да, сейчас там и в садике им будут говорить, там, что вот им эта сущность там будет дарить подарки, будет, значит, в школе там, я не знаю, там у кого-то, может, еще проходят такие моменты, хотя проходят, наверное, еще. Вот, у кого где, ну, какие-то утренники, еще что-то все равно будет, это понятно. Но домой к себе вот это вот вы не приглашаете. И когда вы дарите подарки ребенку, да, так и скажите, что это вы дарите ребенку подарок, что это мама с папой тебе дарят, вот, пожалуйста, тебе на Новый год машинку, мы дарим тебе этот подарок. Как бы вы можете это все обрисовать, обыграйте, что мы будем там, допустим, понятное дело, что утром под елочкой, да, там, это будет классно и здорово получить подарок, но вы можете это как-то обыграть, что давайте там, дети, мы с вами под елкой обменяемся подарками, у нас будет утро, ну вот, обмена подарками, и ты там найдешь то, что мама с папой тебе там подарили под елочкой утром. Допустим, это можно обыграть. Поэтому тут сами вот думайте, каким образом вам это преподнести, но я еще раз говорю, вы понимаете, что эта сущность питается энергией детей. И фактически ребенок, ну, я говорю, там уже ленивый, наверное, не сказал, что фактически ребенка покупают, что чтобы он этой сущности дарил подарки, чтобы, ну, как подарки в виде энергии, да, чтобы он эту сущность верил в нее, дарил ей энергию для того, чтобы она его, ну, фактически, понимаете, в общем, что мне говорить. И за это ее ребенка покупают, просто покупают, причем за ваши же деньги. Фактически сама сущность ничего ребенку не приносит. Вы приносите, а она за это хавает его энергию. Вы хотите праздника просто ребенку, чтобы ребенок во что-то светлое верил. И почему ребенок не может верить в семью? Может же, может. В семейные ценности, в то, что мама с папой его очень сильно любят, поэтому они ему дарят подарки, потому что вот мама с папой заботятся о нем, поэтому они ему купили вот эту супер классную машинку, там какую-то, о которой он давно мечтал, да, а не какой-то там дядя непонятный. Потому что спасибо-то будет дяде, а не вам. Ну, это отдельная история, но я думаю, смысл вы поняли. То есть не надо сущности вот это вот дарить своего ребенка, дарить его внимание, дарить его энергию просто так еще и за ваши же бабки. Далее, что еще вот я, может быть, что-то я еще забыла. Ну, игрушки, шарики, хлопушки, как бы, пожалуйста, но не надо тащить атрибутику, опять же, вот, как я говорю, да,
атрибутику вот этой сущности домой к себе. Не надо. Оставьте ее этой сущности. То есть не приглашайте ее в дом даже в виде куклы, даже в виде какой-то игрушки, даже в виде там чего-то, кого-то. Вот это вот лучше убрать. Этой сущности и всего, что с ней связано. Я там знаю, там, допустим, у этой сущности там гремлины какие-то есть, да, что-то еще. И, кстати, вот помните, такой вот мультик был Гринвич, похититель Рождества или что-то такое. Там, по-моему, у меня такое ощущение, там вот истинное лицо и показали. Ну да ладно, что на самом деле он приходит и подарки забирает напротив. В общем, смотрите, я знаю, что у многих там и письма там пишут, да, дети и прочее. Это, конечно, будет момент такой, сложный. Но тут смотрите сами, вы можете пожалеть чувства ребенка, ну как-то осторожно, аккуратно, может его вот как-то вывести, вот что-то вот, эм, навести самого на эту мысль, что как-то вот подруг. В общем, смотрите, тут момент воспитания ваших детей, да, и того, что, как и зачем вы будете делать, это ваш момент. Но я уже говорила насчет елки. Вы можете принести как бы искусственную, поставить ее, я не знаю, набрызгать ее аромамаслами, если вам нравится, как они пахнут. Эти арома, ну не арома масла, а запах вот этот хвойный, чтобы у вас там праздничное настроение было. А, Опять же, энергию направить лесу, да, чтобы лес рос, чтобы природа возрождалась, чтобы все вот это вот заводы, вот эти вот все не отравляли, чтобы вырубка вот эта прекратилась, да, извечно, чтобы потребительство вот это вот просто вот природы тоже как бы прекратилось. И далее уже не пропускать энергию вот эту, магии, отсечь. Что там еще? Ну и не тащить атрибутику. Как саму сущность не приглашать, так и атрибутику не тащить этой сущности в любом виде. То есть это должно быть такое же отторжение, как вы отторгаете вот эту магию. Там, может, какие-то вопросы еще касательно атрибутики или чего-то? Благодарю тебя, Надежда. Но дело в том, что по такому совершенно случайному совпадению, естественно, следующим моим вопросом должен был стать вопрос, естественно, о втором главном атрибуте, о Деде Морозе, Санта-Клаусе так называемом. Ну, на него ты, соответственно, уже ответила. Также ты, в общем-то, ответила и на следующий вопрос, который я хотел задать. Это именно вот что бы ты порекомендовала делать в эти праздники, и что бы ты не рекомендовала делать. Вот если у тебя есть еще что-то добавить, именно вот чтобы ты могла посоветовать от себя, чтобы рекомендуешь делать, а что нет. Вот что-то еще к сказанному. Вот, и еще что, вот у меня, знаешь, возник вопрос ну, это вернее не вопрос, предложение по ходу нашей беседы. После того, как мы опубликуем ролики, да, на наших каналах, со временем люди все равно будут задавать вопросы. Вот, и поэтому, думаю, вот через какое-то время, то есть отобрать какие-то актуальные, действительно важные вопросы по этой теме и вот сделать как бы продолжение, дополнение этого ролика. Ну, как бы, в принципе, по теме видео дополнительного по вопросам, если они действительно появятся, и там какие-то прям дельные вопросы будет, то я только за, да, чтобы уже полное понимание картины было, складывалось. Насчет, что бы я еще рекомендовала? Ну, во-первых, наверное, вы сами понимаете, что я бы не рекомендовала сильно пить алкоголь, превращать вот этот праздник, семейный праздник, и вот этот торт самому не превратить в нечто несъедобное. То есть не устроить из этого семейного праздника попойку. Ну, я думаю, люди, которые смотрят наш канал, они, в принципе, таким не занимаются, но тем не менее. То есть, если вы смотрели
мое интервью, где я рассказывала про алкогольную зависимость и про другие зависимости, вообще про алкоголь, да, про действие алкоголя и курения и всего на людей, то вы, наверное, знаете, да, что алкоголь это в первую очередь перехват управления вашим сознанием, ну, не очень хорошими личностями, да, скажем так, то есть сущностями. Поэтому вот этого не надо. То есть, если это действительно там тихий семейный праздник, проведите его в кругу семьи, проведите его хорошо, чтобы вот эта энергия Нового года всего зашла, да, хлопушки какие-то, радость, веселье, там, танцы, я не знаю, ну, как вы там проводите свой праздник, там, с детьми отвечать, хороводы попеть, там, поплясать, я не знаю, прогулять, посмотреть фейерверки, там, лучше куда-нибудь сходить, там, погулять по улице, да, ну, отпразднуйте от души, как говорится, но вот энергию магии не принимайте, энергию вот этого всего не принимайте, но радуйтесь тому, что а, наступила новая эра, новая эпоха, вкладывайте энергию того, что а, этот мир обновился, да, что наступил новый цикл, и этот цикл будет что-то хорошее, что мы вступаем в именно что-то хорошее, и он будет новый, это будет новая жизнь, новый мир, да. Представляете, то есть вы задаете вот этот общий энергоинформационный фон тоже. И ту реальность, которую вы простраиваете, она в это пространство попадает, и она начинает работать. Эта реальность начинает реализовываться. Именно вашего внутреннего настроения, вашей энергии. То, что вы вложите в это все. Понимаете? Отторгайте вот это чужеродное, вот эти магии, все, вот отторгайте. И сделайте этот праздник новым, да, символом чего-то нового, символом чего-то светлого, символом того, что вот это вот старое, оно разрушится, и вот эта магия, она разрушится, которую вот, ну, на которой уничтожаются семьи, на которой вот это вот все происходит, что вот это все разрушится. Вкладывайте свое в это и радуйтесь этому, именно своему вложению, тому, что вот этой энергии, которую вы вкладываете в этот праздник. И всему миру желайте, чтобы вот эта энергия ваша, она распространилась на весь мир, чтобы это все вот как общая волна какая-то, чтобы как волна накрыла весь мир. И когда вы вот это внутреннее, это будет внутренний душевный посыл, огромнейший душевный посыл, оно будет работать. Это как творческая, именно вот созидательная, внутренняя вот эта вот волна. И она будет гораздо мощнее, чем любая вот эта вот магия, вот эта низкосортная, которую там они пытаются сделать. Это вот насчет того, как, что праздновать, да, ну вот мои какие-то вот внутренние такие пожелание, что скрепляйте еще больше семью, то есть когда вот будет проходить этот праздник, то есть то, что вот как вы пожелаете, как ваше внутреннее вот это вот, да, что вот мы там собрались все за одним столом, там семья съехались, да, да чтобы мы еще дружнее были, чтобы у нас все еще лучше было, чтобы все вообще было замечательно, чтобы мы стали крепкой единой командой. И с каждым годом это все увеличилось, чтобы мы были вот заодно, чтобы мы держались за руки всегда. Вот другой посыл всего вкладывайте, а вот это отторгаете, магию имею в виду. В принципе, вы ее сможете, ну, некоторые, может, скажут, я не чувствую энергию, как я могу там вот эту магию отторжения сделать? Это легко, не нужно видеть энергию, не нужно там чего-то чувствовать, не нужно ничего. У вас есть внутренний свой творческий посыл, и то, как вы скажете, то, как вы изъявите свою волю свою, так и будет. Вы каждый чувствуете эту энергетику, вы просто не отдаете себе в этом отчета. Вы это делаете на автомате. Но если вы знаете, вы видите врага в лицо, вы видите вот эту муху, которую вам не надо запустить в дверь, вы ее не запустите. Вы просто уже заостряете на этом внимание. Раньше у вас внимания на этом не было. Но как только вы увидели, то есть узнали, что есть вот такое, вы автоматически уже знаете, вот оно, вы его уже можете пощупать и потрогать. Поэтому вы можете его отторгнуть, кто угодно это может сделать.
Но если вы именно зададитесь этой целью, если вы именно включите свою волю и скажете: "Я могу, я это сделаю, и я это делаю", и никто не имеет права залезть, никакая магия ничего не сможет, вторгнуться вот в моё пространство. Выставите стену, нарисуйте мысленную, выставите, вот прям кирпичиками выложите её между собой, этой магией. Поэтому это может сделать каждый на самом деле. А, Про алкоголь я уже сказала. Вы можете там выпить, да, немного там шампанское. Вот у нас обычно, я не знаю, как в других странах, да, у нас шампанское принято под куранты пить. Как бы в других странах, может, еще там какие-то свои, вот глинтвейн, может, или еще какие-то свои там традиции. Немного, но не превращать это все вот в какую-то массовую попойку, в какую-то вот такую вот. Это все низкочастотные энергии, и этого лучше избежать. И действительно отпраздновать этот праздник как семейный. Вот. Как-то вот так. Благодарю тебя, Надежда. Ну, я не знаю, я думаю, может быть, хватит пока, чтобы не получался ролик сильно длинный. Вот, ну и я думаю, все-таки, наверное, возможно, через неделю или через, там, может, две, как раз уже середина декабря будет. Мне кажется, все-таки актуальных вопросов, ну, там, наберем еще на ролик. Ну, посмотрим, если действительно актуальные вопросы будут, то почему бы и нет. То есть запишем, не вопрос. Да, поэтому, ну, я думаю, давай на этой оптимистичной ноте мы закончим. Я благодарю тебя от лица всех моих зрителей, моих каналов, за то, что ты согласилась ответить на эти вопросы. А они сейчас начнут эти вопросы задавать, потому что вот сейчас уже декабрь. И этот вопрос о Новом Годе и отношении к нему, естественно, будет с каждым днем становиться все актуальнее и актуальнее. Вот, поэтому, да, и решил я так заранее все это, так сказать, людям постараться предоставить, чтобы, во-первых, у них было время на подумать. Именно обдумать, переварить эту информацию в себе. Да, это важно, и как бы заранее это все рассказать, чтобы люди уже знали, к чему готовиться, да, уже какой-то план действий составляли на эти праздники и прочее. Всем всего самого наилучшего. Празднуйте праздники, но с умом, да, как говорится. Это не значит, что мы вообще должны там отторгнуть все, что есть, но нам нужно отделить, так скажем, зерна от плевел.